Консультативное заключение по представленным МР-томограммам пациентки 1980 года рождения. Дата исследования – 27 августа 2023 года. Область исследования – органы малого таза. На МР-томограммах малого таза область входа в малый таз нормальной конфигурации, симметрична, подвздошно-поясничные мышцы четкие ровные. Визуализируемые отделы прямой и сигмовидный кишок не изменены, без локальных утолщений и патологических образований. Жировая клетчатка параректальной области и седалищно-прямокишечной ямки без признаков инфильтрации и наличия включений. Мочевой пузырь, положение и форма обычные, размеры не увеличены. Контуры четкие, ровные на всем протяжении. Стенка до 3 мм. Содержимое однородной структуры визуальной интенсивностью сигнала соответствующей жидкости. Паравезикальная клетчатка дифференцирована. Матка, положение F, шаровидной формы, размером 55 на 58 на 52 мм. Контуры четкие, неровные. Миометрий неоднороден за счет многочисленных миоматозных, интрамурально-субсерозных и интрамуральных узлов диаметром до 15 мм. Толщина переходного миометрия неравномерно утолщена до 14 мм. Полость матки хорошо визуализируется, седловидной формы, не расширена до 6-7 мм. Визуализируется единичная наботова киста диаметром до 3 мм. Шейка матки не увеличена размером 28 на 26 мм. Цервикальный канал сомкнут. Яичники правильно расположены. Правый яичник размером 24 на 13 на 24 мм. Фолликулы до 12 мм. Левый яичник размером 24 на 21 на 26 мм. Фолликулы до 14 мм. Дополнительных образований в проекции придатков матки не выявлено. Лимфатические узлы не увеличены. Свободная жидкость в малом тазу, за маткой в незначительном количестве. На уровне тела S2 сформирована киста конечной цистерны размером 17 на 10 на 16 мм. При выполнении DWI участки патологически измененного коэффициента диффузии достоверно не определяются. Заключение. МР-картина миомы матки, эндометриоза, кисты конечной цистерны спинного мозга. Рекомендована консультация гинеколога. 16 апреля 2024 года К.М.Н. Доцент Котов М.А. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога. Есть признаки достаточно выраженного эндометриоза матки, миомы матки. Это может давать боли, чувство неудобства в малом тазу. С этим имеет смысл обратиться к гинекологу. С яичниками нормально все. Также есть киста конечной цистерны спинного мозга. Как правило, такие кисты протекают бессимптомно, но могут и боли в спине давать. Тут нужна консультация невролога.